У Елены и Андрея в доме всегда чувствовалась надежда. Когда родился Коля, к ней добавился запах детской присыпки и новые мечты. Но когда мальчику исполнилось полгода, воздух в доме стал тяжелым, будто налился свинцом. Елена подолгу сидела у кроватки сына и смотрела на его бледное лицо. Он дышал очень тихо и слабо. Каждый вдох на секунду успокаивал ее, но сразу же сменялся страхом, а вдруг следующего не будет. Врач сказал диагноз сухо и жестко: спинальная мышечная атрофия. Елена запомнила, что за окном все так же пели птицы, и это было ужасно несправедливо. Мир не остановился, а их мир разбился. Ваш сын никогда не будет ходить. Он вряд ли сможет даже сам шевелить руками. Эти слова доктора Смирновой резали без ножа. Андрей, сильный и всегда уверенный в себе мужчина, сломался первым. При Елене он не плакал, но его горе превратилось в холодную отстраненность. Он перестал заходить в детскую. Ему было невыносимо видеть неподвижные ноги сына, которые должны были бегать по траве. Он утыкался в компьютер или задерживался на работе, лишь бы не чувствовать свое бессилие. А Елена, наоборот, стала примером материнской стойкости, хотя внутри у нее все сгорало. Однажды вечером, когда тишина в доме стала совсем невыносимой, Елена поняла: им нужно чудо, которое не продается в аптеке. Так в их доме появился Рекс, крошечный золотистый ретривер с глазами цвета теплого янтаря. Когда щенка впервые принесли, он не стал носиться и все крушить. Он замер у двери в детскую, будто почувствовал что-то. Елена осторожно опустила его на пол. К ее удивлению, Рекс не бросился играть, а медленно подошел к кроватке Коли, тихонько заскулил и лег рядом, положив голову на нижнюю перекладину. Случилось странное. Коля обычно спал беспокойно и часто просыпался от своего же прерывистого дыхания, но тут он глубоко вздохнул и заснул спокойнее, чем за многие месяцы. Его маленькая ручка, которая до этого безжизненно лежала вдоль тела, чуть-чуть дрогнула. Елена замерла. Это было движение. Или просто игра света. С того дня Рекс стал неотделим от Коли. Он спал рядом, ел рядом, бодрствовал, когда Елена уходила на кухню. И перемены начали происходить. Сначала они были едва заметными: поворот головы на шаги щенка, слабая улыбка, когда Рекс лизал маленькую ладошку. Елена начала снимать это на видео. Она хотела доказать Андрею, врачам и всему миру, что искра жизни еще теплится. Но Андрей не верил. «Это просто рефлексы, Елена», — говорил он, отворачиваясь. «Не обманывай себя. Чем выше ты залезешь в своих надеждах, тем больнее будет падать. Но посмотри на его глаза», — кричала она. Он смотрит на Рекса так, будто они разговаривают на языке, который нам не понять. В отчаянии Елена выложила первое видео в интернет. Она просто хотела поддержки. Но на следующее утро ролик набрал миллионы просмотров. Тысячи людей из Бразилии, Японии, Норвегии писали ей слова любви. История больного малыша и его верного щенка тронула сердце по всему миру. Благодаря тому, что видео разлетелось, на семью обрушилась волна помощи. Люди стали присылать деньги, игрушки для Рекса и лекарства. Елена использовала эту известность, чтобы создать движение. Она проводила онлайн-марафоны и рассказывала о СМА, болезни, о которой многие даже не слышали. Доктор Смирнова, увидев ролики, изменила свое мнение. Она приехала к ним домой и провела новые тесты. «Я не могу объяснить это с точки зрения обычной медицины», призналась она, глядя, как Коля пытается дотянуться пальчиком до мокрого носа Рекса. Но активность мозга выросла в 3 раза. Связь с собакой работает как очень сильный стимулятор. Похоже, его мозг находит обходные пути, чтобы передавать сигналы мышцам. Появилась надежда на участие в экспериментальной программе по восстановлению нервов. Стоимость была огромной — $250 тысяч, но именно тогда, когда сумма почти собралась, беда пришла с другой стороны. Рекс вдруг перестал вставать. Его глаза помутнели, а хвост, который раньше все время вилял, безвольно лежал на полу. Ветеринар поставил суровый диагноз — иммунная анемия. Организм щенка начал уничтожать собственные красные кровяные клетки.
Елена была в ужасе. Она не могла потерять того, кто спас ее сына. Семья оказалась перед страшным выбором: потратить деньги, собранные на Колю, на лечение собаки, или смотреть, как умирает их единственный лучик света. История о больном щенке и мальчике, который может потерять своего лекаря, вызвала вторую волну отклика. В один из дней у их дома остановился черный лимузин. Из него вышел мужчина, чье лицо Елена видела в списках Forbes. Это был шведский миллиардер, который захотел остаться неизвестным. «Моя дочь была такой же, как ваш Коля», — просто сказал он, стоя в их скромной гостиной. Но у нее не было Рекса. Он выписал чек, который покрывал полное лечение щенка в лучшей клинике страны и оставшуюся сумму на операцию Коли. «Не благодарите меня», — добавил он. «Просто пообещайте, что этот пес будет жить долго. Он делает для медицины больше, чем все мои вложения». Рекс выжил. Через 2 недели он вернулся домой, чуть похудевший. Его возвращение стало сигналом для Коли. Мальчик начал проходить реабилитацию. Это были мучительные часы тренировок, слез и пота. Елена пела ему колыбельные, держала за руки, а Рекс всегда сидел рядом, будто следил за процессом. Прошло 2 года. В доме Елены и Андрея снова пахло надеждой, но теперь к ней добавился запах праздничного торта. Наступил 2-й день рождения Коли. Двор был полон людей: соседи, врачи, волонтеры и те самые подписчики, которые стали для семьи родными. Андрей больше не прятал глаза. Он стоял в центре двора, держа на руках сына. И хотя Коля все еще нуждался в поддержке, он мог держать спину прямо. Самый трогательный момент настал, когда Рекс подбежал к имениннику. Коля отчетливо и ясно произнес свое первое слово. Это было не мама и не папа. Он протянул ручку, погладил золотистую шерсть и прошептал: «Брат». В этот момент плакали все. Даже суровая доктор Смирнова отвернулась, чтобы вытереть слезы. Сегодня Елена возглавляет Международный фонд помощи семьям с СМА. Она верит, что медицина будущего — это не только таблетки и высокие технологии, но и безусловная любовь, которую могут давать животные. Коля продолжает добиваться успехов. Каждый его шаг — это победа над судьбой. Каждый его смех — это гимн жизни. Они с Рексом часто сидят на крыльце, наблюдая за закатом. Мальчик кладет голову на плечо пса, и в этой тишине слышно самое главное: жизнь продолжается, чудеса не случаются сами по себе. Они рождаются там, где вера матери встречается с преданностью собаки и добротой тысяч незнакомых людей. Тьма может быть глубокой, но даже одна маленькая искра способна превратить ее в рассвет. И история Коли и Рекса стала этим рассветом для миллионов людей по всей планете. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.